Всем доброй ночи, друзья мои. Как вы думаете, почему есть люди, которых, если обидеть, то можно ответить за эту обиду за считанные минуты или за считанные часы? Почему считалось, что э, столкнуться с ведьмой и как бы обидеть ее, это чревато? Вообще, хочу вам сказать, что ведьмы, они миролюбивые люди. Они никогда не нападают первыми. Они никогда не причиняют боль просто так. Потому что они знают законы мироздания, они не нарушают равновесие. Они призваны сохранить это равновесие, а не нарушать. И поэтому ведьмы никогда просто так не потратят свое время, свои силы для того, чтобы причинить боль человеку, ну, просто потому что им так хочется, или у них вот каприз такой. Об этом можете забыть и не верьте никогда в такую ерунду. Однако, э, если ведьму обидеть, например, на улице, обозвать женщину ни за что, ну, унизить ее. Ну вот на веселе человек вышел, увидел, идет девушка приятная, захотелось познакомиться, она отказала. Извините, молодой человек, мне некогда, я в магазин и вообще я ни с кем не знакомлюсь или я замужем. И он тут же повернулся: слышь ты, чё ты из себя тут корчишь, понимаешь, ты кто вообще такая, и так далее. То есть оскорбил человеку ни за что. И тут человек поворачивается, что-то шепчет, говорит, и через несколько часов, ну или пускай не будет через несколько минут, пусть будет через несколько часов. Вот через несколько часов он падает, ломает себе ребро, и потом вот лежит месяцами, пока приходит в себя. И, вспоминая этот момент, говорит: ведьма она была. Она меня прокляла точно. Вот после того, как я с ней связался, что-то ненужное сказал, вот я расплатился. Ну что я такого сказала? Разве нужно было так вот обидеть человека? Я же ничего такого плохого не сделал. Ну, сказал там, просто хотел пошутить. Люди всегда забывают то, что они сказали, как они обидели, как они плюнули в душу человеку, да. Они адвокаты, когда дело касается их, и прокуроры, когда дело касается других. То есть они не запоминают то, что они сказали, а вот как им ответили, это запоминается. Есть и такие мужья, которые делают больно жене, и когда она поворачивается и что-либо скажет, упрекнет в чем-то, что-то напомнит, они это запоминают на всю жизнь. А почему это было сделано и насколько, да, как долго эта женщина терпела, не высказывалась и все прочее годами, пока уже не достали ее, и она не сказала свое слово, они это не помнят. Я вам рассказывала случай, когда человек ни за что расправился с собакой и щенками. Я пожелала ему нехорошей участи, и он через некоторое время попал в аварию. И его мать очень сильно испугалась, увидев вот этот вот огонь и злость, и ярости в моих глазах. Она умоляла, просила: ну неужели и собака стоит того, чтобы вот пожелать человеку такого? Да, собака стоит того, потому что собака это просто невинное абсолютно создание, святое создание, которое никому ничего плохого не сделало. И поэтому вот так вот жестоко расправляться ни за что живым существом, потому что ты психопат или ты чрезмерно самовлюбленное существо, да, создание, это звучит не очень для таких людей, и берешь и причиняешь боль. И считаешь, что если тебе пожелали что-то, да, это нехорошо. Можно же было простить. Неужели можно человеку вот так вот пожелать? Вот, например, на суде стоит хулиган, который разбил там вам машину, унизил вас, да.
оскорбил ни за что. Ну, у нас суды, самые гуманные суды в мире, поэтому может быть пару там 1000 рублей штрафа, и на этом все. А эти все грязные слова, оставшиеся в душе вашей, там, по поводу вашей внешности и все на свете, ну, усмехнулся, ну, там, ну, 3000 приписали заплатить. Ну, пускай 10 тысяч, 15, 20, неважно. Вы понимаете, что это не то наказание, которое вы хотели бы для такого нахального, наглого создания. Я видела ролик, где терроризирует просто своих соседей, потому что абсолютно безнаказаны. Почему хамеют, почему так развязанно себя ведут подобные подонки? Потому что они знают, что им все сходит с рук. Понимаете, к сожалению, это правда. Никто ими не занимается. Вспомните одного товарища, с которым расправились дочери. Да, не буду называть. Почему? Потому что всех купил, потому что и участковый знал, и все знали. И он просто как мог измывался над этими детьми, пока просто не дошло до этого состояния. А потом их осуждали, естественно, как всегда. У нас общество любит, чтобы человек умирал молча, тихо, никому не доставлял неудобства. Пусть в твоей семье будет все, что угодно, только мне не мешай слушать музыку. Все, меня это не волнует. И они понимают это, они понимают, что они будут безнаказаны. И как сделать с такими людьми? Таких людей наказывает только магия. Поверьте мне, больше никто и никак. Бесполезно искать справедливости. Не будет этой справедливости, особенно в нашем обществе и в наше время. И вот это существо, значит, выходит, садится за руль, и здесь соседская собака проходила дорогу, хозяин позвал. И он специально завел машину и переехал ее. Понимаете? Это было настолько вот тяжелой картиной, как она кричала от боли, как она начала плакать. Естественно, ее не спасли. Она умерла там. И вот что ты сделаешь с этим подонком? Ну, ничего не сделаешь. Ну, пойдут они напишут заявление, что участковый будет это рассматривать. Тут с людьми что делают в подъезде, и все камеры, все включено, они ничего не видят. Понимаете? То есть там же, мы же понимаем, что там особо сейчас никто не работает. Ну не работают, и что тут врать? В редких случаях, а те люди, которые там работают самоотверженно, их из этих органов выталкивают. Потому что я не работаю, и ты не мешай мне, не работай. Чтобы на твоем фоне я не выглядел бездельником. И вот как ты ответишь вот этому существу? Он будет нести ответственность? Нет. Ну ничего с ним не будет. Он просто дальше будет нахально, по-хамски. Помните Ворошиловский стрелок? Везде кабинеты с хмырями и флаги стоят, и все. Вот в этих случаях надо ставить таких охамевших на место. Надо, чтобы они в следующий раз боялись даже близко подходить к тебе, к твоему ребенку, к твоему дому. А те, которые согласны терпеть, ну, пускай. Мы же не из терпил, правда? Мы не собираемся терпеть. Хочу вам сразу сказать. Вот эти черные замолы, шепотки, они сработают только в том случае, если действительно человек перед вами виноват. Если вы просто делаете эксперименты и шепчете, ну вот идет человек по улице, вам не мешает, а вы прошептали через окно, он споткнулся, упал, встал, и вы там порадовались, ой, подействовало. Вы споткнетесь, упадете и сломаете себе 2 ноги. Запомните это. Поэтому я к чему говорю? Если вы 1000000% уверены, что человек действительно реально вам делает зло, причиняет зло, обижает вас, унижает вас как личность, вот тогда начитывайте. Можно начитать эти шепотки, глядя в спину человеку. Можно начитать, закрываясь у себя в комнате. Можно начитать, глядя на фотографию, глядя на их дом, на их машину. Просто вот в данный момент вот эти шепотки, которые я вам сейчас начитаю,
у них нет особого предназначения. Вот в этом случае вот так надо читать, в том случае вот. Я просто вам сейчас перечислю, по каким, то есть критериям они подходят. Вот, например, вы сделали работу, ну, не успели, скажем так, пришли раньше времени на работу, чтобы довершить. А ваш начальник сказал, что вы должны все это закончить, только тогда уйдете домой. И тут ваш сотрудник идет и говорит начальнику, что она вчера ушла пораньше, а вам вот так получилось, ребенок заболел, предположим, вам очень надо было пораньше уйти. А человек пошел и настучал. И начальник, который беспардонный хам, вас зовет на ковер. Еще раз такое повторится. Я вот сказал, а вы знаете прекрасно, кто это сделал. И вы просто садитесь на свой рабочий стол, в голове держите этот образ или смотрите в его сторону и читайте. Или вот он уходит куда-нибудь по заданию, смотрите в окно, видите, что он идет, или на его машину, или на его дом. Начитывайте 6 раз. 6 раз каждый из этих шепотков. И вы увидите, что в течение этого дня он накажется. Этим не увлекайтесь. Один раз наказали, все. Если второй раз человек это сделал, накажите второй раз. Дальше. Вот как можно еще, например, начитать? Вот пришла ваша заловка. И вот в вашем доме, например, вы приняли ее, все замечательно, накрыли стол, сидите. И она, значит, все время пытается вот как-то вас ужалить, укусить. Ой, вы знаете, ты знаешь, вот там у Вани бывшая жена, она была такая молодчина, мы с ней до сих пор общаемся, хорошая женщина. Ой, ты не обижайся, конечно, но я бы хотела, чтобы они были вместе. Мне бы вот так больше хотелось, потому что она такая хозяйственная, такая вся. То есть человек пришла вас унижать. Ой, я сама сейчас чай сделаю ему, моему брату. Ой, ты как-то, ну, готовишь вроде, но не очень. Вот хочешь, приходи, я тебя научу, как надо готовить и так далее. То есть человек тебя просто принижает, делает больно и не стесняется этого. По-хамски. Соседка ваша кошку вашу обижает. Ну, кошке же не прикажешь, там туда не ходи, сюда не ходи. Это не собака, чтобы закрыть в вольере, и вот пусть сидит. Ну, кошка гуляет сама по себе. Ой, твоя кошка все время заходит на мой огород. Можно подумать, что кошка это как буйвол. Знаете, зашла в огород и все перекопала. Есть такие вредные люди, которые вот даже вот кошка просто прошлась, им плохо от этого. И вот она берет и травит вашу кошку. Будете прощать? Конечно, есть заговоры, ритуалы от лютых соседей, я вам давала. Просто заговоры отомстить, вернуть справедливость. Можно и это сделать. Но если вы хотите вот в этот момент, вот запомните, я вам говорила про бесовское древо. Когда человек в злобе, в ярости проклинает или желает что-нибудь, у него такая энергия сильная в этот момент, концентрация, вот эта вот справедливость еще не остыл, понимаете? Не остыла боль внутри. И вот это в этом состоянии ярости, когда желаешь, тут же бесовское древо это слышит и отправляет сущность, которая приходит и бьет его. Объясняла, почему. Это их работа. Они собирают таким образом себе энергию. Ты не призываешь никого, но ты желаешь. Вот этими словами ты отправляешь зло назад или наказываешь подлого человека за его подлый поступок. Любой подлый поступок. Ну вот, знаете, даже на рынке, кто вот торгует, или у них есть павильоны, есть магазин. Вот купил человек у вас там шубу, предположим. Вот идет и видит, еще продают. Заходит, спрашивает, ой, какая шуба, я вот только купила, а у вас такого же качества и так далее. И человек может, например, взять и соврать, просто сказать, что, а вы знаете, у нее там очень жалуется, у нее шубы сразу рассыпаются через месяца 2, вообще какие-то лысые становятся, облезлые, лучше бы вы не купили, спрашивали, ой, не хотелось говорить и так далее. То есть так настроить человека внушаемого, что этот человек приносит и имеет право, отдает обратно, берет деньги. И вы узнаете, что вот там соседка продала шубу после того, как вас, значит, облила дерьмом ваш товар и вас. А вы действительно честный человек, такого нет, и никто никогда не приносил. Оставите эту подлость безнаказанной.
Нет. Наказать. Итак, что нужно делать? Вот из этих всех черных замолов любой подойдет. Но там, естественно, есть, например, слова такие, чтоб ты слег и сдох. Это не означает, что они умрут. Нет, смертью здесь не закончится ничего. То есть тут нету призыва смерти. Но здесь есть болезнь долгое время. Здесь есть сломленные кости, которые могут быть наказанием. Я вам скажу один случай из своей жизни. Сидела, значит, на улице, подошла в Макдональдс. Там уставшая очень, ужасно уставшая, и села и пью кофе. Наверное, 12, что ли, дня, то есть обед. В очках, это еще было до моей операции, я плохо себя чувствовала. Носила очки тоже. Никого не трогаю, просто сижу и пью свой кофе. И напротив сидят двое мужчин южных кровей. И они начали... Я даже не видела, что они там сидят. Я, значит, так держусь за голову, голова болит, выпила таблетку. И дальше что-то там писала. И они начали ко мне, значит... То есть меня оскорблять через столик. Что там всю ночь пахала, слишком устала. Ну, сами понимаете, о чем речь, что... Я говорю, молодые люди, я вам мешаю, я вообще не могу понять. Почему вы мне такие грязные вещи? Откуда вы меня знаете? Да ладно, да не надо. Ну, одним словом, начали мне говорить гадости. Я встала, ушла, я ушла туда, внутрь, там стеклянная, значит, там сижу, пью. И они там сидят, хихи, ха-ха, значит, похахакали и вышли. И они ушли. Естественно, я им кое-что сказала в дорогу. Но на этом все закончилось. Я видела, что они сели в какую-то красную машину и уехали. А потом, когда я уезжала уже оттуда, часа через 3, наверное, где-то так, я увидела буквально это Виктория, ну, Ушакова, кто знает, значит, да, Ушакова точно, в Бутово, Южное Бутово. На Ушакова поворачиваешь, и там есть бензоколонка, собственно говоря, через эту дорогу и едут туда, к этим торговым центрам. И я увидела, что они там стоят, они ударились с газелью, в общем, поцеловались. Ну, хорошо так прямо и дымит машина, значит, они там потушили, видимо, или что. И они там стояли, я их узнала. Понимаете, у них это случилось. Один раз сели, значит, едем на такси. Цена была изначально 3, хотя слишком, ну, я спешила, я сказала, я согласна, везите меня. А можно заранее оплатить? Я оплатила заранее. Едем. На полпути человек мне говорит, извините, но придется платить двойную цену, потому что это далеко, оказалась еще пробка. Я ничего не сказала, я оплатила двойную цену. Мы поехали, на полпути мотор стукнул. Он вышел, он отдал мои деньги. Начал вызывать, значит, такси для меня. Я говорю, не надо, я сама вызову. Я доехала за 800 рублей после этого. Ну, это ладно. Он вышел, начал говорить с хозяином. Я видела, что там в повышенных тонах разговор, значит, крик оттуда. Он мотор должен купить, эвакуатор вызывал. И долгое время еще работать не сможет. Понимаете, вот я о чем говорю. Подлых людей надо ставить на место. Тут же. Чтобы они прям вот тут же наказывались. Пусть не сильно, не страшно, но, по крайней мере, получили просто пощечину за свою подлость. И тогда ты понимаешь, да, получил, распишитесь и, как говорится, чешите дальше. Сделайте это. Потому что такие люди, если не получают ответ, то мы приумножаем зло. Прощая зло, мы становимся соучастниками. Я вам об этом уже говорила. Итак, вы сами поймете, для какого случая, который из них подойдет. Можете все прочитать. Можете один прочитать. В любом случае сработает. Можете несколько. То есть здесь есть от злого языка, здесь есть от стукачества и все прочее. Итак, начнем. Глядя на человека, ну, который вас обидел,
глядя в спину, на его дом, на его машину, просто держа образ в голове, говорите эти слова. Если боитесь, чтобы там, мало ли, другому не дошло, не дойдет. Дойдет тому, кто вас обидел. Магия, которая от меня исходит, она справедливая магия. Она не вредит, и невинные не страдают при этом. Доходит до того, кто сделал. Пожалуйста, не пишите никакие вопросы. А если это будет там откат? Откат, то есть откатывается обратно, это от порчи. Если вы идете, делаете невиновному человеку порчу, вот тогда откатывает это все обратно на вашу голову. А если вы справедливо отомстили, никаких откатов быть не может. Запомните, наказывайте кого-то, никакого отката быть не может. Снимайте порчу с себя, никакого отката быть не может. Потому что вы не вредите, вы себя защищаете. Это чтобы больше здесь вопросов не было. Итак, слова следующие. Уйди, жад, к себе в ад. Уйди, жад, к себе в ад. 6 раз. Уйди, жад, к себе в ад. Далее, второе. Ячур, ячур, печень мертвеца твоя доля, а не веселье и не раздолье, истинно. Ну вот человек пошел, нагадил вам, да, пошел, настучал, что-то сказал, сделал, испортил ваше дело. И радостный такой, веселый, пришел, сел на место, как исполнил долг. И вот вы смотрите и читаете для себя, так в полголоса шепчете. Ячур, ячур, печень мертвеца твоя доля, а не веселье и не раздолье, истинно. Дальше. Это если прям соседка вас уже достала, вы хотите, чтобы она просто слегла хотя бы на месяц, заткнулась где-нибудь в углу, чтобы не попадалась вам на глаза и просто оставила вас в покое. Вот бывают такие соседи, вот машина вот так стоит, полметра сюда стоит, а почему вот так? А вот вы с собакой гуляете, вы в лифте, наверное, что-то делаете, а ваша собака там ничего не сделала, а это не ваша собака была или чужая. И, ну, просто вот есть, знаете, такие люди есть. Вот у меня нет, чтобы у других не было ничего хорошего. То есть мы виноваты во всех их бедствиях. Так вот, вот таким соседушкам и подобным существам читают следующее. Вур, кровь где-то убийцы капнет у твоих ног, чтобы ты занемог, слег и издох. Или занемогла, если это женщина. Вур, кровь где-то убийцы капнет у твоих ног, чтобы ты занемог, слег и издох. Не издохнет, но на время сляжет. Идем далее. Могильная плита тебя накрой за твои черные дела, заклято. Могильная плита тебя накрой за твои черные дела, заклято. Напоминаю, это не к смерти, но к болезни, к наказанию. Прям получат хорошо пенька. Так получат, что сразу очухаются. Могильная плита тебя накрой за твои черные дела, заклято. Кровь задавленной птицы, это следующее. Кровь задавленной птицы тебе вдышла, чтобы у тебя ничего не вышло. Околей, онемей и болей. Ядом больше не брызни. Кровь задавленной птицы тебе вдышла, чтобы у тебя ничего не вышло. Онемей, околей и болей. Ядом брызнуть не сумей. Извиняюсь, неправильно прочитал первый раз. Следующее. Слизью паука твое чело мажу. Тебя по гранитной плите размажу. Тогда лицо начнет отекать, опухать, прыщами покроется, гнойниками и так далее. Долгое время будет лечиться. Это тот человек, который тебе за глаза врет. Прям в лицо смотрит и говорит что-то такое, а потом идет за спиной и говорит другое. Лицо, бесстыжее лицо, понимаете? Вот. Слизью паука твое чело мажу. Тебя по гранитной плите размажу. Следующее. 7 покойников стоят, а 8 ты будешь. Покойник нем, и ты онемей. Это к тем людям, которые очень любят много говорить и много язвить, и делать такие намеки. Ну, в общем, унижать словесно.
опухнет язык, горло будет болеть очень долгое время. Даже разговаривать нормально не сможет. И на ваших глазах начнет кашлять, вы просто испугаетесь от этого быстрой этой реакции. 7 покойников стоят, а 8 ты будешь. Покойник нем, и ты онемей. Ураборос, сама свой хвост кусай, а меня не трогай. Ураборос – змея, которая кусает себя за хвост. Древний символ, знак, древнее божество. Ураборос, сама свой хвост кусай, и меня не трогай. Да схватит тебя черта-матерь за волосы и в черную землю заберет ехидно. Заклято. Да схватит тебя черта-матерь за волосы и в черную землю заберет ехидно. Заклято. Ну что ж, восстанавливайте справедливость и не давайте себя в обиду. А терпилы пущай терпят. Мы не терпилы. Мы не рабы, рабы не мы. Мы будем ставить на место хамов, подлецов и подонков. И будем правы. Всем удачи!